Вот вам история. Техас. Весна этого года. Шериф округа Джонсон Адам Кинг использовал сеть камер, чтобы отследить женщину, подозреваемую в совершении аборта. Поскольку в Техасе действует строгий запрет, она воспользовалась медикаментозным методом, приняла таблетки и, вероятно, поехала в другой штат, чтобы завершить процедуру под наблюдением врачей. Спустя какое-то время в полицию обратился мужчина, судя по всему, с которым у нее были отношения. Он сообщил, что женщина сделала и передал полиции доказательства. Упаковку таблеток, инструкции, фотографии и даже заявил, что она теряет много крови. Этот человек позже окажется крайне неоднозначной фигурой. Женщина заявила, что он ее душил и угрожал оружием. Тем не менее, именно после его обращения шериф Адам Кинг запускает расследование. Причем не какое-то гуманитарное, а формальное расследование смерти по факту аборта. И чтобы найти эту женщину, детективы округа используют сеть камер автоматического распознавания номерных знаков от Flock Safety. К официальной системе Flock делается запрос, где в графе «Цель запроса» прямо указано «Had an abortion. Search for female». Женщина узнала, что ее ищет, и пришла в участок сама. Ее допрашивают, копаются в переписке, смотрят сообщения о том, как и когда она купила таблетки, с кем обсуждала процесс. Полиция собирает досье, детективы связываются с прокуратурой, чтобы выяснить, можно ли ее обвинить в убийстве плода. Прокурор отвечает: нет, закон не позволяет это сделать. Но расследование все равно продолжается несколько недель. Шериф Адам Кинг и Flock Safety отрицали, что дело имело какое-либо отношение к применению законов об абортах, назвав более ранние публикации в СМИ ложными. По их словам, заместители шерифа искали женщину исключительно из-за беспокойства за ее безопасность, потому что предполагали, что она могла получить травмы и пропасть без вести. Именно в ответ на публикацию в СМИ и критику общественности он попытался отыграть назад, сказать, что, мол, это не про аборт, это про заботу. Но документы, опубликованные Фондом электронных рубежей, прямо это опровергают. Внутренние документы и копии полицейских отчетов показали, что поиск был инициирован спустя 2 недели после аборта. К этому моменту никакой угрозы жизни уже не было. Женщины сняли все обвинения, и иска против действий полиции не было. Все офицеры сохранили свои рабочие места, а вот сам шериф Кинг, по злой иронии, позже был обвинен в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах, и теперь сам стал фигурантом уголовного дела. После этого случая власти штата Иллинойс запретили 62 внешним агентствам доступ к данным, а Flock Safety внедрила систему, которая отвергает запросы с ключевыми словами «аборт» и «иммигрант». Ирония в том, что фильтр теперь защищает нас не от преступников, а от самих следователей. Я смотрю на эти документы и думаю, как мало нужно человеку, чтобы превратить инструмент безопасности в инструмент страха. Одна строчка в поле запроса, и жизнь другого человека уже превращается в метку на карте. Все, ты в розыске. Еще одна ситуация. Где-то в пригороде парковка перед магазином Home Depot. Рабочие тащат доски, кто-то разгружает гипсокартон, все заняты. Чуть в стороне поотдаль стоит белый фургон ICE. Да, это та самая иммиграционная служба. Они часто проводят рейды именно у Home Depot. Но почему именно там? Потому что знают, кого и где искать. Тут начинается самое интересное. Home Depot теперь не просто магазин инструментов. Он часть системы наблюдения Flock Safety. Камеры на парковках фиксируют номера машин, даты, время, маршруты. Эти данные уходят в полицию, а оттуда, при желании, их могут запросить федеральные агенты. Никаких шпионских фильмов, просто рутинный обмен в рамках сотрудничества. На самом деле Flock Safety говорят: нет, ICE и другие федеральные службы не имеют прямого доступа. Вы что? Ключевое слово – прямого. Потому что данные все равно оказываются у них. Черным по белому написано на сайте Home Depot. Видеозаписи внутри магазинов и на парковках. Аудиозаписи звонков. Биометрия, включая распознавание лиц. Сигналы мобильных устройств. Wi-Fi, Bluetooth. Изображение номерных знаков. Все это может передаваться кому угодно.
полиции, госструктурам, подрядчикам. Американский союз гражданских свобод получил переписку, где отчетливо видно, как агенты федеральной службы обращаются к коллегам из полиции. Братиш, привет. Слушай, пригони номерочек, я тебе сейчас списочек на e-mail скину. Вот и все. Формально ICE не имеет прямого доступа, а по факту имеет все. Без ордера, без суда. Просто по дружбе. А теперь внимание. Тот самый шериф округа Джонсон в Техасе, да-да, тот самый, что охотился за женщиной, сделавшей медикаментозный аборт, тоже имел доступ к этой базе, камерам Home Depot и магазинов Lowe's. Также Flock Safety, та же сеть. И вот тут начинается самое опасное. 4-я поправка, которая должна защищать американцев от необоснованных обысков, рушится в режиме реального времени. Полиция ловит угонщика по хитам срабатыванием камеры. Машина всплывает 3.12 на перекрестке А, 3.28 перекресток Б, 3.41 на выезде к шоссе. Красиво, четко, по делу. А теперь рядом другой кейс. Ложное срабатывание. Номер прочитан с ошибкой. Одна буква не та. Пара грязных пятен. Прилип осенний листочек. И вот ты, обычный, казалось бы, человек, становишься опасным преступником. Такой случай произошел в городе Аврора, в Колорадо. Парковка торгового центра. В машине была Бритни Гиллиам и 4 несовершеннолетних детей. Сцена из боевика. На парковку въезжают сотрудники полиции, направляют стволы в лобовое стекло. Бритни не понимает, что происходит. Под дулом пистолета их вытащили на землю, положили всех лицом в пол, даже детей. По данным полиции, автомобиль угнали и разыскивается. Британи пыталась объяснить офицерам, что это ошибка, она здесь ни при чем. Но ей никто не верил. После долгих месяцев разбирательств и давления общественности полицейские признались, что в системе произошла ошибка. Угон действительно был, но ни марка, ни цвет, ни даже количество колес не совпадали. Угнан был мотоцикл, и не в Колорадо, а в Монтане. Прокуроры не нашли состава преступления в действиях офицеров. Уголовных обвинений предъявлено не было, потому что формально они действовали в рамках протокола High Risk Stop. Такой применяется, если есть информация, что водитель может быть вооружен. Тем не менее, прокуроры признали инцидент ошибкой. Итог – публичные извинения полиции в эфирах телеканалов и компенсация семье Британи – почти $2 миллиона. А вот еще одно очень громкое дело. Карпентер против Соединенных Штатов. Та самая история про геолокацию данных. Тимоти Карпентер оказывается в эпицентре расследований серии вооруженных ограблений магазинов сотовых телефонов в Детройте и соседних городах. Кого грабил, те его и сдали. Полиция обращается к телефонным операторам и через них без ордера получает истории местонахождения телефона подозреваемого. На основании этого они привязывают его к местам преступлений. Федеральный суд округа Мичиган признал его виновным и приговорил к 116 годам лишением свободы. Грабитель подал апелляцию. Он захотел оспорить законность доказательств, полученных без ордера. Дело доходит до Верховного суда США. 5 из 9 выносит решение, что сбор этих данных без ордера нарушает 4-ю поправку. Данные о перемещениях – это не просто данные, это вторжение в частную жизнь и значит требует ордера. И вот вроде бы суд постановил, да, что прошлое человека – это не так просто, и достать без ордера невозможно. И мы такие: круто, privacy жива. А теперь посмотрите на Flock, потому что, мне кажется, эти истории очень похожи. Только это доступ к данным на колесах. У полицейских есть, у частных комплексов есть, у охранников есть, у подрядчиков есть, у журналистов по запросу можно, наверное, добыть. Чем больше узлов, тем больше дверей, которые однажды забудут просто закрыть, без злого умысла. Простой человеческий фактор. Кто-то просто подберет пароль админ раз, два, три, и ты в системе. И тут я должен быть с вами честным.
Флок не монстр из ужастика, я так не считаю. Технология реально помогает возвращать угнанные машины, ловить реальных преступников, предотвращать реальные угрозы. В мире, где тебя могут ограбить на парковке, в метро, это звучит утешительно. Но утешение — плохой архитектор будущего. Оно строит быстро и без проекта. Когда камеру ставит каждый двор, мы получаем не точечную безопасность, а непрерывный след. Вот твоя поездка к стоматологу, камера у въезда, вот ты в кофейне, камера у арки, вот кольцевая, это рамки EasyPass. Час назад ты никому не интересен, а завтра ты случайно замешан в чем-то криминальном. Скажете: хватит, Семен, хватит, ты нагнетаешь. Что делать? Скажете вы. Делать то, что всегда. Перестать верить в магию и начать требовать, если у тебя во дворе уже стоят камеры. Попроси контракт почитать, четкие правила хранения, сколько дней живут данные, кто их трогает, журналы доступа, кто смотрел, зачем, на основании какого номера дела. Ордер только по суду для ретроспективы. История перемещений — это твои чувствительные данные, а не бонус за подписку. Запрет на рыбалку, никаких массовых запросов, а покажите всех, кто был рядом с... Раз в квартал вываливайте статистику запросов, отказов, ошибок распознавания, не для галочки, для ясности. Камера не должна быть против людей и не должна быть за полицию. Она инструмент, как замок на двери. Хороший замок не даст всем подряд ключи, потому что это удобно. Требует ответственности и учит тебя хранить ключ осознанно. Дело Флок закрыто. Но то, что осталось внутри, уже не спрячешь. Мы любим простые ответы. Безопасность любой ценой, свобода без камер. Жизнь упрямо выбирает третий вариант. Скучный, протокольный, взрослый, в котором ты читаешь договор, задаешь неудобные вопросы и не отдаешь свое прошлое в аренду по умолчанию. Это истории, которые только звучат как выдумка. Не верь, проверь.